Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Давайте сегодня сделаем расклад карт Таро, онлайн-гадание, расклад коррекцию. Что ждет меня с загаданным человеком? Итак, нужно представить, на какого человека, точнее мужчину, вы хотите сделать расклад. И для начала посмотрим сигнификацию, то есть посмотрим, для кого непосредственно этот расклад. Посмотрим, что в жизни у вас сейчас. Карта слон нам говорит о том, что вы человек очень мудрый, очень уверенно стоящий на ногах. Вот фактически не имеющий таких проблем, которые вы не можете решить. Я не говорю, что у вас нет по жизни проблем. Я говорю, что все люди, которые вам наносят или препятствия, которые у вас возникают в жизни, на вам максимум по колено. То есть с таким интеллектом, с таким уровнем саморазвития, с таким уверенностью трудно вам противостоять. То есть вы стабильно стоите. И карта это еще, так как тут еще и слоненок, говорит о том, что скорее всего у вас в жизни есть ребенок, который очень важен для вас, безумно важен, или вы его очень хотите. Дальше смотрим. Для кого этот расклад? Сильная женщина у нас сегодня. Да, не боитесь вы ни переездов, ни расстояний, ни командировок. Как-то жизнь у вас с этим связана. Или вы часто путешествуете, или жизнь так сложилась, что приходится часто переезжать. Или это об отношениях мужчины, который находится сейчас вдалеке от вас. Очень интересная карта. Вы настолько сильный энергетический человек, вот видите, у нас был слон, что можно сказать, что у вас есть дар исцеления. То есть вот вы можете, это опять же повторяю, да, вот те неприятности, которые посылает небо или испытания судьбы, вы как вот целитель можете буквально перекрыть руками. Вы пойдете на все ради своей любви, ради своей семьи, ради своего ребенка. Видимо, мощная у вас такая вот энергетика прямо по жизни. Есть такие люди. Смотрим дальше. Тут прям вот я тучи разведу руками. Ой, почему-то ваше сердце или вы находитесь, как в клетке. Какими-то обстоятельствами вы сильно ограничены. Или в общении с этим мужчиной, или по жизни. То есть вот иметь такую силу, такую мощь, такие данные во всех отношениях.
И быть ограниченной, ну, это очень тяжело морально. Мне даже трудно представить. То есть я вот чувствую прям вот эту боль, которую вас вот так вот загнали в клетку, да, вы ограничены. Это не буквально вас мужчина, может быть, буквально вас загнал в клетку. Это обстоятельства какие-то, которые вы никак не можете повлиять на мужчину загаданного, да. Чем-то вы очень ограничены. Вот у меня аж мурашки передаются, ваши чувства. О, карта тучи. Тучи сгущаются над вашими отношениями с загаданным мужчиной. Нету там пока что, ну, какого-то что-то, кто-то происходит. Так, хорошо, дальше будем разбираться. Это нам для того, чтобы вы поняли, что это ваш расклад. Дальше мы перейдем к картам Таро, чтобы разобраться в этой ситуации. До этого мы смотрели оракулом. Оракул невозможно проводить коррекцию. Давайте смотреть теперь на картах Таро, что все-таки там происходит. Какие мысли? Давайте вначале у вас, загаданному человеку. Выпадает карта суда. Что буквально эта карта говорит? Вы сейчас, или это отношения, которые как бы воскресли, да? Те, которые вы искусственно поднимаете, или он их поднимает. То есть это не гладкие отношения, это или воскресшие отношения, или вы очень в больших раздумьях, стоит ли продолжать эти отношения. Вот ваши мысли такие сейчас. Еще ваши мысли. Вам хочется от него конкретных действий, конкретных предложений, конкретных статуса своего. Давайте посмотрим его мысли. Его мысли. О, видите, а мужчина у нас какой-то такой бесшабашный, сказать бы это. Чем-то он занят, мягко говоря, другим. Как-то не видит он серьезности этих отношений или к вам отношений серьезности. Ну, карта шут выпадает буквально. Ну, этим, наверное, все сказано. Тут может быть все, что угодно, так как это расклад общий. Это может быть и то, что он хочет обнулить эти отношения. Это может говорить о том, что он никак не относится к этим отношениям. Это может говорить о том, что он дурачится с этими отношениями. Все, что угодно. Еще его, или вообще не думает о вас, да, думает только о себе. Еще его чувства. Ну, очень интересная карта выпадает, да. Девушка, окруженная, ну вот, баранами, козлами, и мужчина издалека смотрящий. Это может говорить о том, что он думает, что вам вообще по жизни не везет с мужчинами, и он наблюдает, как вы
сейчас разбираетесь с этими баранами. Ну, это могут быть не буквально ваши ухажеры, это могут быть проблемы по жизни, которые у вас сейчас возникли. То есть наблюдательная у него позиция. Хорошо, ваши чувства к нему. Что вы испытываете? Вы хотите быть с ним рядом, вы хотите свидания, вы хотите большего. Буквально карта говорит, вы хотите большего, чем сейчас есть. Его чувства к вам. Давайте посмотрим его чувства к вам. Ой. Ну, пока он хочет вам просто плести, петь серенады, петь музыку, я подарю тебе звезды. А в корзинке очень мало денег, то есть очень мало действий. Но чувство у вас, эта карта говорит о чувствах. То есть он испытывает, он желает, он вот как такая птичка, хочет пощебетать. Никакой, такой страсти, прям влечения к вам. Ну, давайте еще одну карту. Сексуальных утех он хочет с вами. Хочет просыпаться рядом с вами. Хочет вас, буквально. Хорошо, какие будут действия? Действия смотрим с его стороны. Свидание. Хочет свидания. Ярко хочет вас обнимать, целовать. Буквально. Карта влюбленных. Это очень хороший знак. Я за вас рада, что у него такие действия к вам. Очень рада. Значит, не зря делаем расклад. Так, еще действия к вам. Что будет в ближайшее действие? В ближайшее будущем. Смотрите, он поймет, что вы его королева желаний, да? Королева чувств. Прекрасно, я за вас рада. То есть вы выдержите свою позицию, вы не зря ждете. Вы не зря надеетесь. Он изменится. Видите? Может, все-таки это как-то связано, его бездействие, с тем, что он видит возле вас каких-то мужчин или каких-то другие препятствия. На самом деле он вас хочет, хотя не очень сильно проявляет это. Еще его действия покажи. Опять выпадает свидание. Свидание, даже 4 кубков может говорить о каких-то предложениях. Это очень хорошая карта. У некоторых это может отыграться на то, что в ближайшее время он хочет сделать какое-то конкретное предложение. Это может быть от руки и сердца до совместного проживания или официально, если отношения только развиваются. Я не знаю, официально начать встречаться, объявить о своих намерениях, что он видит в вас женщину, его мечты, хотя вы тут еще не совсем открыты, вы в маске, он откроется. Видите, как будет? Он откроется. То есть на каком бы этапе вы ни находились в ваших отношениях, вы переступите на новую ступеньку отношений. Давайте посмотрим, как вы это воспримете. И что нужно, как воспринять. Это самое главное, да? Карты нам говорят, что вы выбираете. У вас есть еще какой-то мужчина. И вы думаете, что выбрать.
То есть или в этих отношениях есть вот буквально какая-то пара, с которой вы дружите, да, то есть этот мужчина, вы и та пара вместе гуляете, да, проводите время. Или это реально ваш, есть какой-то соперник, о котором вы в раздумьях между загаданным мужчиной и тем мужчиной. И что вам стоит выбрать? Давайте посмотрим. Ну, карты говорят, что интереснее вам выбрать в данном случае загаданного мужчину. Он вам принесет то, что вы хотите. Да? Вот тут буквально мужчина снимает ваш потерянный шарф с ветки. Мужчина, рыцарь как бы на коне, да, и несет его вам, делает для вас. Хорошо, давайте спросим совет карт. Как поступить в этой ситуации? Тогда уже перейдем к коррекции. Как поступить в этой ситуации? Какой совет для тех, для кого этот расклад? Ну, карта влюбленная. Интимные отношения, тщательно взвешивайте свои решения, хорошее здоровье. Ну, что я вам скажу? Ну, карта влюбленных, говорят. Ну, это практически благословление от ангелов на эти отношения. То есть, говорят, окунайтесь в эти отношения с загаданным мужчиной. Так, давайте посмотрим, какие препятствия здесь есть, чтобы сделать коррекцию. Так. Давайте начнем с него. Ну, давайте уберем вот эту его позицию, что он такой вот неопределившийся, скажем так. Давайте уберем трудности, не знаю, там, козлов из вашей жизни. Давайте уберем то, что он вот так вот босой, без денег, поет вам песенки. Ну, потому что у нас есть с чем работать дальше. У нас есть для него, чтобы он был, хотел вас, хотел с вами на свидание, чтобы вы были его королевой, да, и его реальные предложения. И также у нас есть вот здесь то, что он все сделает для вас. Это мы оставим. Из ваших давайте уберем, чтобы ему, во всяком случае, не было видно. Он этого не замечал. Какие-то ваши отношения с другим мужчиной, или планы, или мысли о другом мужчине. Оставим ваше желание воскреснуть. Может, это буквально воскреснуть из жизни, потому что у вас были тучи, да. Желание его ярких поступок, желание быть с ним парой, и он это делает. Так. Хорошо. Тогда мы поработаем с этими препятствиями. Вот они. Видите, то плохое, что мы убрали из расклада. Девочки, сосредоточились. Вспоминаем высшие силы. Силы вашего рода. Тем более нам расклад показал, что вы сама целитель, вы сама можете руководить этой жизнью, потому убрать препятствия должно у вас со мной получиться очень хорошо. Итак, я ищу карту мира, карту Верховного Суда, чтобы убрать все те препятствия, которые показал расклад карт Таро. Еще какая-то карта с миром. Угу. Очень интересно. Выпала карта правосудия. О чем это говорит? У нас там была кармическая ситуация, да?
Это говорит о том, что получится 50/50 убрать препятствия. То, что нужно пройти, отработать, мы не уберем. А то, что извне, мы уберем. Итак, дайте я сосредоточусь. Вы тоже можете включить субтитры. Можете просто внимательно слушать, что я говорю. И попробуйте проникнуть, да, то есть раствориться в этих словах. Попробуйте так, чтобы вы очень хотели этого. Попробуйте, чтобы вот почти до мурашек по телу были ощущения от моих слов. Начинаем. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, не забываем, девочки, писать в комментариях. Да будет так. Спасибо, да будет так. И сейчас мы проверим, получилось ли у нас убрать те препятствия, которые сделать коррекцию расклада, который нам показал расклад карт Таро. Так, смотрим. Карта императрицы, прекрасно. Я говорила в начале расклада Таро, вы такая женщина, что непростая женщина. Вот императрица и выпадает. Да, мы убрали. Мы убрали все, что какие препятствия возникали в этих отношениях, в этом, который показал расклад карт Таро. То есть, обычно это может до 3 месяцев, да, коррекция. Рано или поздно это все равно проявится в вашей жизни. Препятствия все уйдут. Если как-то чувствуете, что не совсем то, не смогли сосредоточиться, не было вот этих мурашек по спине, посмотрите еще раз. Настройтесь, когда вы будете совершенно свободны, когда вас никто не будет отвлекать. Вечером, перед сном, после молитвы. Этот участок видео посмотрите. Так, если интересно, подписывайтесь. Я думаю, я вам буду полезна в разных ситуациях в жизни, не только сейчас. Ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас отозвалось этот расклад. Также читайте мои комментарии. Я иногда пишу, я всегда читаю, всегда пишу в ответ. Но иногда, когда вы мне описываете свою ситуацию, я даю конкретные советы. Так вот, пожалуйста, читайте и потом ответы. Да, в оповещении, там в колокольчике у вас приходит то, что я вам ответила. Да. И читайте там очень действенные советы. Хорошего дня, безумно хорошей ночи. Ваша Луна.